Сегодня в выпуске. Дело Джина и его экстремальной фанатки продолжается. В то же время Джей Хоуп готовится к завершению своего мирового тура. Весь BTS сдержал слово, которое дал фанатам, доказав, что он человек слова. Красота и прочие амбассадорства при поддержке G-Dragon, Джексона Вана, Ле Серафим и IN из Stray Kids. Сын Кван из Seventeen рассказал, почему он уковылял от фанатов, а участник Super Junior поделился своим опытом, связанным с шоу на выживание. TXT обвиняют в плагиате Тэмина из группы Shiny, в то же время участница New Jeans остается оптимисткой и верит в лучшее. Oh My Girl частично покидают агентство, а у Кины из группы 50-50, которая совсем недавно вернулась, проявляются признаки посттравматического расстройства. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 251. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма ниже комментарии. Конечно, желательно адекватные, а не те, которые приходится модерировать последние несколько недель в усиленном режиме, и все равно не помогает, но тем не менее, Boosty, Donation Alert, ссылки в описании для тех, кто хочет поддержать канал и выход нормальных, адекватных новостей, которые для людей не особо далеких кажутся чем-то из ряда вон выходящим и шокирующим. Защитный баннер, ну вот он на экране висит, но, как вы многие заметили, не особо помогает, хотя бы я сделал со своей стороны все, что мог. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии. Мы начинаем. Поехали. Итак, группа 50-50, казалось, недавно восстала из пепла, буквально, и у участницы Кины, единственной из оригинального состава, уже проблемы со здоровьем. Давайте подробнее. Кина из 50-50 возьмет перерыв из-за проблем со здоровьем. 7 мая агентство 50-50 Attract объявило, что Кина не будет участвовать ни в одном из текущих мероприятий по продвижению нового альбома Day and Night. Полное заявление. Здравствуйте, это Attract. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех поклонников, которые всегда выражают неизменную поддержку и любовь нашим артистам. С большим сожалением мы должны поделиться некоторыми прискорбными новостями относительно промоушена альбома. Участница Кина не сможет участвовать ни в одном из мероприятий для продвижения этого альбома из-за проблем со здоровьем. В последнее время ее здоровье было не в лучшем состоянии, было установлено, что ей нужен достаточный отдых и восстановление. После тщательного обсуждения между самой артисткой и нашей компанией было решено, что, к сожалению, она не сможет принять участие в этих мероприятиях. Поскольку этот альбом тоже, чего поклонники ждали долгое время, это решение было принято еще более взвешенно и внимательно. Просим вас понять, что решение было принято с учетом того, что здоровье и безопасность артистки являются нашим главным приоритетом. Ну и дальше классическое поддерживайте, любите, уважайте, войдите в наше положение и так далее. В любом случае хорошо, что агентство заботится о здоровье своей артистки, Кине скорейшего выздоровления, а вот следующая новость, возможно, намекает, что с ее здоровьем не так. Давайте сразу к ней. У Кины из группы 50-50, судя по всему, ПТСР. Давайте подробней. На всякий случай, маленькая справка. ПТСР или посттравматическое стрессовое расстройство – это психологическое состояние, которое может возникнуть после переживания шокирующего события и его повторного переживания. Это своего рода травма. Кина, участница группы 50-50, временно приостановила свою деятельность, связанную с продвижением нового альбома. Хотя официальной причиной были названы проблемы со здоровьем, истинная проблема заключается в психологической травме, вызванной Ан Сон Илем. 50-50 вернулись на сцену 29 апреля с третьим мини-альбомом Day and Night, однако их возвращение с самого начала пошло не по плану, и группа даже не могла выступить на запланированном камбэк-шоу. Этот альбом имел особое значение для Кины. Как самая старшая участница, она руководила остальными девушками и активно участвовала в подготовке релиза, однако после очной ставки с Ан Сон Илем 15 апреля все изменилось. 26 апреля прошлого года Кина подала в суд на Ан Сон Иля, обвиняя его в подделке и использовании поддельных частных документов. Ан Сон Иль подозревает в том, что он без согласия Кины подделал ее подпись, чтобы указать ей лишь 0,5% доли авторских прав на песню Cupid. Это возвращает нас к разборкам тем самым. В ходе расследования дела Ан Сон Иля полиция Канама провела очную ставку, инициированную Киной. В присутствии своего адвоката Кина в течение 2 часов выясняла правду лицом к лицу с Ан Сон Илем. Однако эта встреча с Ан Сон Илем имела негативные последствия. Сразу после допроса ее эмоциональное состояние резко ухудшилось. Она страдала от тошноты, слуховых галлюцинаций, бессонницы и потери аппетита. Кина сообщила об этом своему агентству, и было принято решение приостановить ее деятельность. В настоящее время Кина сосредоточена на восстановлении своего здоровья. Если ее состояние улучшится, она планирует вернуться к деятельности группы в течение этого месяца. 50-50 планирует продолжать свою работу до конца мая. В общем, такая вот печальная история. Все-таки не все эмоционально устойчивые, да и артисты частенько, творческие люди ранимые по своей природе. Поэтому продюсер тот, видимо, довел девушку до вот такого состояния своими действиями. Потому как травмы физические, они лечатся со временем, если правильно проводить физиотерапию, совсем все не запущено. Мы говорим о каких-то средней тяжести травмах. А вот эмоциональные лечатся годами и могут быть неизлечимы вообще в целом никогда.
Поэтому Кини, конечно, скорейшего выздоровления и двигаемся дальше. Группа TXT редко попадает в какие-либо скандалы, и вот тот редкий случай, когда попали. Их обвиняют в том, что они что-то украли у Тэмина и Шайни. Давайте подробнее. Внимание пользователей популярного корейского онлайн-сообщества приковано к новой хореографии группы TXT, которая сильно напоминает им хореографию для песни Guilty Тэмина, который также является участником группы Shiny. На прошлой неделе TXT представили свой новый цифровой сингл Love Language, и 2 мая впервые выступили с этой песней на шоу Music Bank, однако сразу после выступления группу обвинили в плагиате. Дело в том, что фанаты Тэмина и обычные интернет-пользователи заметили сходство между танцевальными движениями Тэмина в Guilty и TXT, особенно в моменте, когда они засовывают руку под футболки или рубашки и приподнимают их. Хотя мне казалось, что это вполне себе обычное движение для хореографии. Ну да ладно, вот что пишут люди. Как только я увидел выступление TXT, сразу вспомнил Guilty Тэмина. Они реально похожи. Интересно, что хореография TXT не совсем соответствует их песне. Да, для Guilty это намного больше подходит. Для меня Guilty выглядит лучше. А я не думаю, что это плагиат. Песни разные, но движения, правда, очень похожи. Это не плагиат, это просто другой подход к хореографии задирания рубашки. Да, и это правда похоже. Хореография и мелодии разные. Обалдеть, насколько это похоже. Хайп хороши в копировании. Это одно и то же движение. Что думаете вы? Я уже озвучил выше, при таком подходе можно обвинять всех, кто использует в клипах машины, кто танцует на сцене, значит, надо идти к тому, кто первый танцевал на сцене, и ему всех засудить. С такими темпами, а кей-поп — это жанр музыки, в котором все похожи между собой, потому что, они объединены в один жанр, соответственно, все друг у друга как-то чуть-чуть копируют, это музыка похожего звучания, все должны друг друга засудить. Вот такая вот железная логика приведет нас к тому, что ни к чему не приведет. На мой взгляд, проблемы никакой нет. К тому же мужская хореография, которая подразумевает вот эту вот, как правильно сказать, кексуальность легкую, чтобы привлечь женское внимание, она как бы подразумевает заголение пресса там или плечей, или, в общем, что вам, женщина, нравится, когда заголяет мужчина, пишите в комментарии. Ладно, не пишите, не надо. Поэтому, на мой взгляд, проблемы никакой нет. Но, возможно, у вас есть альтернативное мнение, можете выразить его в комментариях, только прошу, пожалуйста, выражайте его в адекватной форме. А так, если будут какие-то дальнейшие продолжения истории, озвучу, в целом двигаемся дальше. Oh My Girl частично покидают агентство, давайте подробнее. Агентство группы Oh My Girl сделало официальное заявление, и вот оно. Здравствуйте, это WM Entertainment. Прежде всего, мы хотели бы передать наши поздравления и искреннюю благодарность фанатам за постоянную поддержку Oh My Girl, которая отмечает 10-ю годовщину дебюта в этом году. Мы хотели бы сообщить вам, что недавно мы продлили контракты с 4 участницами Oh My Girl, Хиджон, Мими, Сынхи и Юбин. Основываясь на прочном доверии, которое сложилось за последние 10 лет, Хиджон, Мими, Сынхи и Юбин вместе продлили свои контракты после их первого переподписания в 2022 году. Кроме того, после тщательных обсуждений мы с участницами Юа и Арин пришли к взаимному решению об окончании их эксклюзивных контрактов. Хотя их индивидуальные эксклюзивные контракты подошли к концу, Юа и Арин пообещали продолжать работу в качестве участниц Oh My Girl. Ну и, как обычно, поддерживайте и тех, и других девушек, всем счастья, здоровья и крепкой дружбы. Разошлись полюбовно, ну и хорошо. Раз группа остается по факту, как и была, просто две участницы в другом агентстве будут или агентствах, там не указано, то вроде бы проблем возникнуть не должно. А так, Oh My Girl, всего хорошего, двигаемся дальше. А далее у нас группа The Wind, которая временно остается без одного участника. Давайте подробнее. Участник группы The Wind Танатон временно не будет участвовать в мероприятиях своего музыкального коллектива. 7 мая агентство With Us Entertainment сообщило, что Танатон временно не сможет участвовать в запланированных мероприятиях группы The Wind по неуточненным личным причинам. Ну и дальше они в официальном обращении просят понимания, поддержки и не могут ничего сказать. Ну, раз не могут, значит действительно личное, мы тут не лезем и не купаемся в грязных трусах, намазывая их на лицо. Так что, если у человека есть проблема, он не хочет о них говорить, это его личное право. Будем надеяться, что он их решит, и группа The Wind будет снова функционировать в полном составе. Двигаемся дальше. Участница New Jeans говорит, что это может показаться глупым, но они не сдаются. Давайте подробнее. Минджи, участница группы New Jeans, написала длинное письмо своим поклонникам в честь своего дня рождения. 7 мая Минджи опубликовала в самостоятельно созданном участницами аккаунте в социальной сети следующее. «Кажется, я живу более насыщенной жизнью, чем думала. Оглянулась уже май и мой день рождения. Хочу многое сказать, но в голове каша, никак не могу собраться с мыслями. Хочу, чтобы я, наши девочки и Банис были счастливы. Это, пожалуй, самая большая цель в моей жизни». О, у нее тоже 7 мая, как у меня день рождения. С прошедшим.
Далее она написала: «Думаю, может показаться глупым, что я гоню за своим счастьем, занимаюсь любимым делом, думаю только о себе, но я хочу, чтобы мое сегодня и завтра были счастливыми, и чтобы у Банис каждый день был таким же. Разве отказываться от сегодняшнего счастья ради счастья в будущем, которое может и не наступить, не слишком жестоко по отношению к себе? Как вы думаете? Ведь будущее может быть неопределенным, а может его и вовсе не будет». Мне очень не хватает тех времен, когда мы собирались вместе с хорошей музыкой, делились своими впечатлениями, но я всегда с нетерпением жду будущего. Мы здесь не остановились и не остановимся. Может показаться, что мы стоим на месте, но я думаю, что мы определенно становимся глубже. Ну и все, дальше там упоминание конфликтов всех этих, и в принципе там письмо расширенное не сильно отличается от того, что я вам прочитал, там буквально пару лишних строк. Все, ну то есть участница не сдается. Мы тут не принимаем ничью сторону, потому что пока суд не вынесет окончательное решение, непонятно, кто прав, кто виноват. Эйдор, или Нью Джинс, или Минхи-Джин, или Бан Ши-Хёк, или вообще неважно кто. Так что в контексте этой новости девушка, конечно, хорошего будущего, и двигаемся дальше. Похоже, совсем скоро Ча Ину примерит военную форму. Давайте подробней. Певец и актер Ча Ину готовится к прохождению обязательной военной службы, недавно подав заявление о вступлении в военный оркестр армии Республики Корея. Согласно сообщению Sports World от 9 мая, Ча Ину ранее прошел собеседование в военный оркестр армии в подразделении военного оркестра Министерства национальной обороны, расположенном на Сеульском национальном кладбище. Свидетели также сообщили о том, что видели звезду в месте проведения собеседования. Его агентство Фантеджио подтвердило эту новость и заявило, что Ча Ину действительно прошел собеседование в военный оркестр армии, однако результаты пока не объявлены, поэтому они не могут поделиться более подробной информацией на данный момент и просят понимания. Военный оркестр армии начал принимать заявки в конце марта, а собеседования проходили 9 мая. Окончательные результаты будут объявлены 29 мая на официальном сайте Управления военной рабочей силы. Ожидается, что в случае отбора Ча Ину начнет базовую подготовку в июле этого года. После завершения обучения он начнет свою службу в качестве члена военного оркестра армии. Несмотря на подготовку к зачислению на военную службу, Ча Ину продолжает свой плотный актерский график. В настоящее время он снимается в предстоящем сериале Netflix Wonderfuls, где играет роль Ли Ун Джона. Он также должен появиться в фильме First Right в роли Йон Мина. Но вот так вот. У человека, несмотря на то, что скоро он уходит в армию, насыщенный плотный график, так что, думаю, фанаты Ча Ину получат достаточно много отложенного контента от артиста. Ему всего хорошего и двигаемся дальше. Он плакал и бил стену руками. Участник Super Junior поделился опытом шоу на выживание, давайте подробнее. Кихён из Super Junior признался, что слишком погрузился в участие в интеллектуальном шоу на выживание. 6 мая он стал гостем YouTube-шоу Salon Drip 2, который ведет Чан До Йон. Кихён рассказал о своем опыте участия в шоу Netflix The Devil's Plan, Death Room, Дьявольский план, Комната смерти. Говоря о самых запоминающихся участниках, он выделил игрока в Го Ли Се Доля. Кихён назвал его самым пугающим участником и сказал, что казалось, будто его мозг устроен иначе, чем у всех остальных. Цитата. «Ли Се Доль Хенним вызвал у меня мурашки по коже. Он отличался от всех других игроков. И в поведении, и в мышлении. Все было другим. Я понял, почему его называют легендой. Была полная уверенность, что у него другой мозг», — поделился Кихён. Кихён рассказал, что колебался, прежде чем согласиться на участие в реалити-шоу Netflix. Он признался, что сомневался, пойдет ли участие ему на пользу. Будучи известным как мозг среди участников Super Junior, он переживал, что может выбыть на раннем этапе и как это повлияет на его репутацию. Он добавил, что мнения окружающих были разделены. Одни призывали воспользоваться возможностью, другие отговаривали. Кихён также обратился за советом к Шиндону и к Ли Хе Сон, которая была участницей первого сезона The Devil's Plan. Шиндон настоятельно порекомендовал ему участвовать, а Ли Хе Сон сказала, что, по ее мнению, Кихён отлично подойдет для этой программы. Благодаря таким позитивным отзывам со стороны близких, Кихён набрался смелости и принял решение присоединиться к проекту. Когда Чан До Йон спросила: «Это же программа, где нужно использовать мозги, разве ты не принял участие, потому что веришь в себя?» Кихён ответил, что благодаря участию в шоу на выживание он понял, положение в рейтинге определяется не только по учебному заведению. Выпускник университета Кёнхи Кихён признался, что у него одновременно есть и гордость за свое образование, и комплекс неполноценности. Он рассказал, что большое влияние на него оказал отец, который управлял в частной академии и оказывал давление по поводу поступления в университет. Типичные азиатские родители. Особенно ему запомнились слова: «Если ты не поступишь в университет, академия обанкротится», из-за которых учеба оставила у него травму, и теперь он плохо владеет английским языком. Кихён добавил, что когда ему приходилось соревноваться с выпускниками Сеульского университета или Гарварда, он думал, что сможет компенсировать разницу не учебным заведением, а остроумием. На вопрос о том, удалось ли ему проявить смекалку, Кихён ответил: «Не думаю, что выглядел глупо, в целом у меня было неплохое чутье. Не думаю, что просто бездумно шел за всеми как пешка». По словам съемочной группы, Кихёна назвали крысоловом, персонаж из известной сказки «Крысолов» из Гамельна. Сам он прокомментировал: «Похоже, у меня была своего рода решающая роль». На вопрос, был ли он влиятельным игроком, Кихён ответил: «Скорее был в положении, когда мог пойти и туда, и сюда». Что касается интересных моментов, Кихён рассказал: «Мы все время обсуждали игры, там был спортзал, и даже в тюремном блоке можно было поговорить, спрятавшись в уголке. Позже, уже посмотрев эфир, он узнал, насколько много интриг, хитростей и предательств происходило за его спиной».
На вопрос о том, открыл ли он в себе что-то новое, во время участия в шоу Кихён ответил: оказалось, я гораздо серьезнее отношусь к игре, чем я думал. Я сильно погружался, даже чувство товарищества появилось. Обычно я почти не плачу, раз в год, если вообще бывает, а тут я стоял в душевой, голый, стучал по стене и рыдал. Было настолько грустно, будто потерял друга. Съемочная группа меня не поняла, я подумал, что они психопаты, и честно признался. Я считал себя хладнокровным и рациональным, но похоже все-таки вкусил немного F, имеется в виду чувствительная сторона в MBTI. Кихён также откровенно признался: внутри Супер Джуниор я почти ничего не говорю. Когда его спросили о причине, он ответил: просто не хочу. Там и без меня слишком много разговоров, и если я начну добавлять свое, станет только тяжелее. Когда приходится согласовывать мнение, у меня почти нет собственного я. Я ведь и самый младший, и мне не столько, сколько участников. Часто бывало, что песни, которые нравились мне, в итоге не проходили отбор. Так что теперь я особо не высказываюсь. В общем, там еще много букв было, но все это вы можете сами найти и почитать. По факту, новость, которая мне казалась по заголовку достаточно веселой, превратилась в какую-то трагикомедию, где у Кихёна нет права голоса, и он молчит. Ну ладно, будем надеяться, что это просто драматизация и ирония. В целом, вот такая вот история. Кихёну, конечно, всего хорошего. Будем надеяться, что в следующий раз, когда Супер Джуниор будет выбирать песни, его голос учтут. Двигаемся дальше. Далее у нас Синкван, которая уковыляла от фанатов, давайте подробнее. 7 мая, какой знаменательный был день, Синкван из Seventeen обратился к фан-сообществу Weverse, чтобы прояснить свою недавнюю встречу с фанатами. По словам Айдола, он хотел опубликовать разъяснение, чтобы его фанаты поняли, почему он убежал, хромая, когда его заметили на улице. Он поделился: я пошел прогуляться, чтобы переварить информацию, но передо мной собралось так много людей, и я проходил мимо и подумал, что происходит. А оказывается, P1 Harmony совершили камбэк, поздравляю. Он продолжил: накануне я переусердствовал с бегом, поэтому мои ноги были сведены судорогой. Несколько человек начали узнавать меня и подошли ко мне, но я чувствовал, что все может выйти из-под контроля, поэтому уковылял. Ну, конечно, путь должен был идти в гору, поэтому я в итоге создал эту странную сольную сцену, погони, похожую на пародию. Синкван объяснил, почему он решил написать об этом на Weverse. Я публикую объяснение этой забавной, но грустной истории на случай, если кто-то задается вопросом, что это с ним? Это просто я в своем репертуаре, ха-ха-ха-ха-ха. В подтверждение истории фанаты опубликовали видео своей встречи с Айдолом в тот день. Как и сказал участник выглядит действительно комично, Seventeen его видели ковыляющим вверх по улице, попытки уйти с дороги не мешает, но вместо этого он привлек больше внимания своей уморительной попыткой побега. Боль все равно остается смешной для людей. Как ни крути, некоторые комментарии: это чертовски уморительно. Он ковылял сильнее, чем я себе представлял, поэтому и взорвался смехом. Подъем слишком крутой. Ох, я рассмеялся во весь голос, как только нажал на воспроизведение. Это так смешно, я так сильно смеялся. Фон, видео такое уморительное. Люблю Синквана. Никто не может ненавидеть Синквана. Ох, это так смешно, Синкван. Синкван лучший. Это очень смешно. Его жизнь такая комичная, такая смешная, такая милая. Главное, чтобы не оказалось вместо комедии трагедией. Выглядит забавно, как будто это постановочное видео. Но у человека ногу свело вообще-то. И вроде как не одну, поэтому... Смешно вам было или нет, пишите в комментариях, но с артистом все в порядке, так что можно все-таки улыбнуться, потому что со стороны действительно выглядит забавно. Ну и в любом случае ему крепкого здоровья и поменьше судорог, потому что судороги, ну, у кого были судороги, особенно ночью, знаете, когда просыпаешься и знаешь, что сейчас пошевелишь ногой и сведет икроножную мышцу, те понимают, насколько это неприятно. И двигаемся дальше. Красотологи в чате, просыпайтесь, сейчас придется смотреть на экран, хотите вы этого или нет, потому что у нас рубрика с красивыми фотографиями, амбассадорством и прочим, начинает ее IN из Stray Kids, давайте подробнее. IN из группы Stray Kids стал глобальным послом ювелирного бренда Damiani, о чем 8 мая сообщило издание WWD. Артист, который уже сотрудничает с Bottega Veneta, примет участие в новой кампании Damiani уже этим летом. В своем интервью WWD IN поделился: я очень рад начать это новое приключение с Damiani. Эта компания является воплощением творчества и страсти, ценностей, которые я разделяю и как артист, и как человек. Тем временем пацаны Stray Kids готовятся к возвращению в Японию. 18 июня выйдет их третий мини-альбом Hollow, в который войдут 5 оригинальных японских треков, включая заглавную песню с таким же названием. Мне кажется, скоро будет по одному альбому в месяц. Продуктивность Stray Kids не знает границ. А так, фотографии отличные, IN как бы хорош, фотограф знает свою работу. И это значит, что коллаборация приносит больше денег и возможности для творческой самореализации. Как говорили классики, деньги нужны, чтобы не думать о них, а Яну всего хорошего, двигаемся дальше. А далее у нас халатный G-Dragon. Почему? Давайте подробнее. G-Dragon, участник легендарной кей-поп группы Big Bang, снова привлек внимание публики своим уникальным чувством стиля. 8 мая он был замечен в международном аэропорту Кимпхо в Сеуле, покидая страну по зарубежному графику. На нем был черный вязаный жилет, яркий шарф с узором медицинская маска, очки в роговой оправе и кепка с названием последнего альбома Ubermensch. Его стиль и дерзкий образ мгновенно привлек взгляды. Самой яркой деталью его наряда оказался алый банный халат.
который он уверенно носил как верхнюю одежду. Известный своими модными трендами, включая нашумевший стиль бабушкина мода, G-Dragon, возможно, прокладывает путь к новому тренду, вдохновленному халатами. Ну вот, поэтому такой халатный G-Dragon, от слова халат. Ну типа, шутка. Ранее в этом году, 11 февраля, G-Dragon выпустил свой третий полноформатный альбом Ubermensch. Это стало его первой студийной работой за более чем 11 лет, и она получила огромную любовь и поддержку от поклонников. Помимо возвращения к музыке, в июне прошлого года G-Dragon также попал в заголовки новостей, когда был назначен приглашенным профессором кафедры машиностроения в KAIST, Корейский передовой институт науки и технологий. Во время церемонии он выразил благодарность и отметил, что для него большая честь быть частью учреждения, прославившись своими выдающимися научными умами. G-Dragon также поделился надеждой, что объединение науки и индустрии развлечений сможет создать мощную синергию и привести к действительно значимым результатам. Ну, слушайте, халат шикарный, вот просто он задает стиль интерьеру, как тот самый ковер. Из одноименной цитаты, если поняли откуда, то смотрели хороший, приятный фильм. Ну, в общем, да. Самое главное, насколько уверенно он во всем этом выглядит. Шикарный халат, захотел себе такой же. Как оно вам, пишите в комментариях. G-Dragon всего хорошего, двигаемся дальше. Казалось бы, уже приближается лето, но если смотреть на погоду, нет. Но летом частенько или в помещении как сменку носят резиновые тапочки, известные как Crocs. Crocs, пришлите мне хотя бы коробку из-под тапочек, потому что Le Sserafim и реклама Crocs, давайте подробней. Le Sserafim стали новым амбассадором Crocs. 8 мая Crocs Korea объявили, что Le Sserafim выбраны в качестве их новых глобальных послов. Бренд выпустил серию фотографий айдол-группы, на которых каждая участница демонстрирует свой выбор кроксов. Женская группа будет участвовать в различных мероприятиях и промо-акциях в качестве новых послов Crocs. Вот что пишут корейцы. Они сочетаются друг с другом. Почему ничего такая высокая и длинная? Ого, красота! Интересно, как называются эти штуки, прикрепленные к кроксам? Очень красиво. Темные кроксы такие красивые. Я впервые вижу черный крокс, и они такие красивые. Пожалуйста, выпустите эти украшения для кроксов отдельно. Разве они тоже не были послами? Пожалуйста, продавайте кастомные модели как и есть. Шикарные фотографии. Кстати, когда мы недавно ездили в Туров, об этом больше подробностей на стриме в честь моего дня рождения за 2025 год, который был пару дней назад, я как раз увидел одного из наших путешественников, тоже кроксы кастомные, желтого цвета, с вот этими вот значками, или как это правильно эти штуки называются на кроксах, из Звездных войн. Ну, в общем, мне самому захотелось купить себе кроксы, но глядя, сколько они стоят в Республике Беларусь, я решил, что кроссовки более выгодное вложение, потому что когда кроссовки Nike и, допустим, кроксы стоят одинаково, ну, резиновые тапки, конечно, удобно, но кроссовки более практичные. А так, если буду за границей, может быть, присмотрю, там они по адекватным ценам более-менее продаются. Это, конечно, не реклама, но обувь действительно удобная, у меня вот поддельные есть крокс, который купил когда-то в каком-то торговом центре, в целом тоже удобно. И еще интересный факт, такую обувь очень часто носят как сменку именно врачи в различных учреждениях, потому что она удобная, практична и вентилируется хорошо. Ну и обязательно с носками, носки задают стиль. А так, девушки из Le Sserafim по-прежнему прекрасные, фотографы умеют делать свою работу. Двигаемся дальше. А далее у нас Jackson Wang на новых потрясающих снимках для одного издания. Давайте подробнее. Jackson Wang продолжает приковывать взгляды, появившись в качестве звезды обложки Mary Claire China за май 2025 года. Выпущенные ранее обложки Джексоном уже вызывали ажиотаж среди поклонников и любителей моды, а недавно журнал поделился новыми великолепными фотографиями. Фотосессия представляет собой серию атмосферных снимков, которые подчеркивают многогранность Джексона перед камерой. Каждое изображение тщательно проработано, привлекая внимание сильными позами и выразительными взглядами, которые уравновешены тонкими намеками на уязвимость, что создает яркое визуальное повествование, резонирующее с его динамичной личностью. Артист покоряет своей способностью позировать перед камерой и легко адаптироваться к разнообразным концепциям, создавая захватывающие снимки, которые представлены вам на экране. Действительно, умеют могут. Jackson Wang с самого начала 2025 года активно работает над различными проектами, включая выпуск цифровых синглов High Alone и GBAD и возвращение GOT7 с альбомом Winter Heptagon. Недавно группа провела 2 аншлаговых концерта на стадионе Раджамангала, крупнейшей площадке Таиланда. Это было в прошлом или позапрошлом выпуске. В настоящее время Джексон работает над третьим сольным альбомом Magic Man 2, который выйдет в июле. А совсем скоро состоится релиз нового сингла Buck в коллаборации с индийским певцом Дилджитом Досанджем. Это будет интригующее объединение двух международных звезд, которые уже не раз покоряли мировую музыкальную сцену, включая выступления на таких известных фестивалях, как Coachella и Lollapalooza. Песня Buck выйдет 9 мая. Я записываю этого 10-го, значит, она уже вышла. Значит, реакция будет как только так сразу. В любом случае, отличные фотографии, Джексону всего хорошего, ждем Кудесника 2. Двигаемся дальше. Далее у нас премия Seoul Music Awards объявляет первый состав участников и ведущих. Давайте подробней. 34-я премия Seoul Music Awards объявила первую ведущую, а также артистов, которые будут вручать награды. Предстоящая ежегодная церемония награждения будет проходить с 3 ведущими и состоится 21 июня в Inspire Arena в Инчхоне.
Ведущий станет Мион из G-Idol, ранее... Точнее, из Idol, ранее G-Idol, еще не привык. И она будет одной из 3 ведущих. Организаторы музыкальной премии также объявили первый состав вручающих награды, в который вошли такие актеры, как Пён Сок, Он Сон У, Нам Гюри, Пак Джу Хён, Чон Ин Че и Чан Гюри. Ранее было объявлено, что на сцене выступит более 20 топовых кей-поп исполнителей, которые покажут разнообразные номера. Оргкомитет заявил, в этом году на церемонии вручения наград будут представлены самые динамичные и яркие выступления, что сделает ее обязательным событием для фанатов. Артисты, выпустившие музыку в период с января 2024 года по март 2025 года, рассматривались для номинаций на премии. И полный список номинантов... О, боже мой, какой он большой. Нет, я вам, знаете, на экране выведу, вот как раз, или выводил уже, потому что у меня язык сломается все это озвучивать. Давайте так просто вот пройдемся. Тут есть все, вообще все. Вот номинировали всех, кого вы знаете. И даже кого не знаете. Листаем. Да, очень длинный список. У меня какой-то дежавю возникает, как будто я уже его озвучивал. Точнее, не озвучивал, а показывал. 31 марта. Ну да. Но на всякий случай, да, вот тут он пробежался на экране. В общем, мероприятие обещает быть масштабным, и ждем его. Двигаемся дальше. Рубрику с концертами и новостями открывает и закрывает J-Hope из BTS. Давайте подробней. Участник BTS J-Hope собирается провести концерты на бис в рамках своего мирового тура. 7 мая J-Hope объявил о финале тура Hope on the Stage, разместив официальный постер на глобальной фан-платформе Weverse. Шоу пройдут на Goyam Stadium в Кояне, Южная Корея, 13-14 июня. Idol начал сольный мировой тур с концертов в KSPO Dome в Сеуле 28 февраля. Тур включает в общей сложности 31 выступления в 15 городах по всему миру, таких как Бруклин, Чикаго, Мехико, Манила, Сайтама, Сингапур, Джакарта, Бангкок, Макао, Тайбэй и Осака. Этот энкор-концерт имеет особое значение, поскольку он совпадает с годовщиной дебюта BTS 13 июня, что делает его значимым подарком для армии по всему миру. Big Hit Music заявили, цитата: «Мы полностью готовы обеспечить яркую передачу взрывной энергии и захватывающих выступлений J-Hope. J-Hope Tour Hope on the Stage Final в спортивном комплексе Кояна обещает стать концертом высокого уровня, который завершит его захватывающее путешествие. Известный своим музыкальным мастерством и присутствием на сцене, J-Hope, как ожидается, представит запоминающийся финал своего мирового тура, покорив поклонников. Не сомневаюсь». J-Hope'у, конечно же, крепкого здоровья, побольше сил, ведь развлекать такое большое количество людей — это большое дело, требующее большого количества энергии и прочих благ. Как обычно, это не конец выпуска, эта бумажка появляется в кадре, и наверху написано, в общем, список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзинки, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, большое, огромное вам спасибо. Ну и тем, кто недавно на стриме донатил, тоже низкий поклон. Далее... Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, милости прошу, там много всего, голосования периодически проходят, отвечаю на комментарии, ну, в общем, уютно для самых лучших и заинтересованных людей. Ну, а уж если вы любители халявы, то можете порыться там, я не буду говорить где, но там есть пару халявных роликов, чтобы, так сказать, оценить. Я не стою на ресепшене, там не раздаю вам пробники с духами, можете поискать сами, кто хочет халявы. Она там тоже чуть-чуть есть. Далее другие каналы, которые тоже веду, это MPTube, реакции, марафоны, комментарии к музыке и прочее. Обязательно подписываемся, потому что там без визга и ора, а вот про техническую составляющую, художественную и так далее. MP Entertainment Музыка, самый свежий релиз, вот он здесь на экране, следующий в этом месяце, ближе к его концу, то есть в мае. И Telegram, чтобы не теряться. Это не конец выпуска, мы продолжаем. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывают и закрывают Highlight. Да, рекордов сегодня не особо много, и у них победа. Давайте подробней. Группа Highlight выиграла свой первый трофей на музыкальном шоу за свой новый заглавный трек Chains в выпуске Music Bank на канале KBS 2 TV. От 9 мая претендентами на первое место стали Orly группы Next и Chains группы Highlight. В конечном итоге победу одержала группа Highlight, набравшая в общей сложности 7879 очков. Поздравляем коллектив! Счастья им, здоровья, успехов и побольше всего, чего им нужно. Двигаемся дальше. А помните тот неприятный случай с Джином, когда некая японская фанатка, уж очень страстная, выскочила, начала его обнимать, пыталась целовать, ну и так далее. В общем, история продолжилась, она снята с паузы. И давайте к сути. 8 мая полиция сообщила, что полицейский участок Сонгпа в Сеуле передал в прокуратуру 50-летнюю японку Эй по обвинению в непристойном поведении в общественном месте в соответствии с законом о наказании за сексуальные преступления. Известно, что Эй недавно въехала в страну и добровольно явилась в полицию. Ранее Эй приняла участие в фан-мероприятии Джин из BTS «Приветствие Джина», состоявшей
состоявшегося в июне прошлого года, в рамках которого прошла встреча с объятиями с 1000 фанатов и поцеловала Джина в щеку. В тот момент Джин выглядел смущенным из-за неожиданного поцелуя, но вы видели эту картинку много раз. В итоге действия Эй вызвали споры о сексуальном домогательстве, и на следующий день через систему электронных петиций Синмунго была подана жалоба с требованием наказать Эй. Полиция начала внутреннее расследование, обнаружила запись в одном японском блоге. Мои губы коснулись его шеи. Кожа была такой мягкой. Чтобы установить автора этого сообщения, полиция обратилась в японское отделение Интерпола с запросом о международном сотрудничестве и спустя 7 месяцев установила личность подозреваемой. Впоследствии полиция возбудила дело против Эй, потребовала ее явки в качестве подозреваемой, однако поскольку ожидала, что расследование займет значительное время, в марте принято решение о представлении расследования. Согласно правилам полицейского расследования, если расследование невозможно из-за длительного более 2 месяцев пребывания подозреваемого за границей, нет возможности завершить расследование, может быть принято решение о представлении расследования до устранения этих причин. В отношении женщины Би, также подозреваемой в неожиданном поцелуе Джина, расследование все еще приостановлено из-за неизвестного местонахождения подозреваемой. В общем, история продолжается. Получается, что-то, видимо, добросовестное все-таки сделала товарищесса Эй, раз явилась с другой стороны и решила разъяснить ситуацию. Возможно, как-то смогут извинениями отделаться. Но в любом случае, главная мораль здесь такая: да не лезьте вы к артистам, не пытайтесь оторвать от них кусок, не пытайтесь их облизать своими вонючими ртами. Ладно, может не вонючими, но вы суть поняли. Зачем? К чему? Вот вам и так на халяву контента, вот человек вас обнял, что вам еще нужно? Кровь его, что ли, в бутылку набрать литровую? Джину, конечно, всего самого наилучшего и крепких нервов. Двигаемся дальше. Далее у нас Ви из BTS, который сдержал свое обещание, тем самым доказав, что он человек слова. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Ви из BTS снова поразил фанатов своим трудолюбием и приверженностью слову. Всего месяц назад Ви продемонстрировал свою драматическую трансформацию, потеряв 10 килограммов, сказав: «Так, недавно я потерял много веса, да? Я потерял 10 килограммов, ха-ха-ха-ха-ха, я продолжу работать». Айдол пообещал фанатам, что он продолжит свой фитнес-путь и будет усердно работать. Но это касаемо того, что он фанатам пообещал вернуться ближе к анорексичному эльфу. Цитата очень уместная, на мой взгляд. Кто-то ее когда-то написал, она звучит очень здорово. Без всякого негатива, просто что сбросит мышечную массу и будет более стройным. Теперь фанаты заметили продолжающуюся трансформацию Ви. Фотосет, сравнивающий внешность Ви во время его службы в армии, стал вирусным, и фанаты заметили едва заметные изменения в лице Ви, как доказательство его постоянной, усердной работы. Пользователи сети хвалят Ви за то, что он продолжает свою трансформацию и теряет вес. Вот некоторые комментарии. «Он действительно каждый раз держит свое слово! Поскольку его скоро выпишут, он вернется к тому внешнему виду, который больше всего нравился фанатам. Но его сила воли действительно сумасшедшая, я завидую. Ух ты, он всегда такой красивый. На первой фотографии он выглядит самым счастливым. Его улыбка со временем исчезает, должно быть тяжело сидеть на диете. Честно говоря, я надеюсь, что он вернется, как только его выпишут из армии. Ух ты, это действительно потрясающе. Ви радует своих поклонников, часто показывая свое лицо, даже находясь в армии. Ви такой потрясающий, я надеюсь, что он скоро вернется и будет много чем заниматься». Вот все такие вот истории. Человек свое слово сдержал, хотя, возможно, он становится грустным не из-за диеты, потому что, открою вам страшную тайну, наращивание мышечной массы — это процесс долгий, нудный, сложный, а теряются мышцы, не то что прямо за секунду, если вы перестали заниматься, но относительно быстро. Организм не дурак и не держит в себе то, что ему не нужно и не используется, поэтому жаль, такая хорошая мышечная масса была. Можно было потом Ким Джон Куку на шоу зайти, но хотелки фанатов оказались сильней. А артист все-таки является отчасти заложником своих фанатов. Любой артист. Но, тем не менее, лишь бы не в ущерб здоровью. Не нужно доводить себя до состояния, когда ребра будут торчать, как у тех скелетов из мультика про Микки Маус, где он там заходит в дом, и они как на ксилофоне в своих костях играют. Вот этого не надо. А так, артисту, конечно же, хорошей службы, скорейшего возвращения домой и крепкого здоровья. Такой у нас сегодня был выпуск. Подозреваю, что будет сцена после титров, потому что подозрительно мало новостей сегодня было, когда я собирал выпуск. Возможно, потом на следующий день допишу, и вот будет та самая сцена после титров, потому что как-то уж слишком мало, подозрительно, возможно, что-то ждет интересное. Время все-таки на дозапись будет. А так, те, кто смотрит в первый раз, либо без подписки, подпишитесь, для вас это маленькое дело, просто нажать на кнопочку, а для меня большое, канал будет дальше расти, цвести и пахнуть. И нормальные новости в первозданном виде будут пытаться догнать хотя бы самый низкий по просмотрам желтушный канал, да.
Тем, кто уже подписался, большое спасибо, вы классные, бустерам низкий поклон. Как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. Теперь немножко информации. Ну, как обычно, самый свежий релиз на экране, слушайте, изучайте, для вас сделал, много личного заложил, вот, стримьте, это будет полезно, глядишь, потом на концертах встретимся. Будет здорово. Далее, по поводу стримов, я недавно как раз проводил на день рождения стрим, он в открытом доступе, можете пересмотреть, кто не успел. И даже кто меня ненавидит, можете посмотреть, я и там про вас сказал пару лестных слов и ответил на ваши вопросы. Да я знаю, что вы не посмотрите, будете одно и то же писать в комментариях, и я вас не верю давно уже. У нас-то взаимно. Потом, что еще? Стримы теперь будут ежеквартальные, как я и говорил, потому что, делать их каждый месяц, я вижу, особого смысла нет, лучше я буду заниматься контентом. Из планов ближайших за лето закончить 3 оставшиеся биографии 3 участников BTS. Я закатываю глаза не из-за этих участников, а из-за того, что будут писать в комментариях их самые преданные фанаты. Поэтому ждите эти ролики летом. Что еще? Не болейте, крепкого вам здоровья. Дома холодно, 16 градусов, отопления нет, на улице +2. И сейчас либо сцена после титров, либо... А оказывается, будет сцена после титров. Вот она. Итак, Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет список репутации мужских групп. Давайте по порядку с 30 места. 30 место Пентагон, 29 VIX, 28 FT Island, 27 ONF, 26 TXT, 25 B1 A4, 24 Treasure, 23 Rise, 22 TVXQ, 21 2PM. 20 One One, 19 Monster X, 18 Boy Next Door, 17 Highlights, 16 Infinite, 15 Astra, 14 ATEEZ, 13 Zero Base One, 12 B2B, 11 Stray Kids. 10 место NCT, 9 Enhypen, 8 Super Junior, 7 Shiny, 6 EXO, 5 The Boys, 4 TWS, 3 Big Bang, 2 Seventeen и на первом месте оказалась группа BTS. Всех поздравляем, счастья, успехов, здоровья, двигаемся дальше. J-Hope дает надежду и интригует информацией о воссоединении. Давайте подробней. Участник BTS J-Hope официально объявил о финальном этапе своего мирового тура Hope on the Stage, включающим 2 специальных энкор-концерта, назначенных на 13 и 14 июня 2025 года. Последние 2 шоу пройдут в комплексе Goyan Sports Complex в Ильсане, Южная Корея. Новость об этом вызвала бурный отклик среди поклонников, ведь 13 июня отмечается 12-я годовщина дебюта BTS. Многие фанаты начали строить предположение о том, что эти энкор-концерты могут стать идеальной возможностью для воссоединения BTS. Время проведения события продлило надежду на то, что все 7 участников впервые за долгое время могут вместе выйти на сцену с момента начала службы в армии. Ожидание усилилось благодаря словам J-Hope, сказанным во время прямой трансляции, где он намекнул на сюрпризы в финале. И вот что было написано. Большинство участников к тому моменту уже будут демобилизованы. Думаю, в этом году феста будет особенно значимо. И теперь у нас действительно будет феста, в котором участвуют BTS, наконец-то. Он также добавил, это финальный концерт, который станет точкой в туре Hope on the Stage. Думаю, вас ждут некоторые сюрпризы, это все, что я могу сказать. Тур Hope on the Stage начался 28 февраля 2025 года в Сеуле и охватил 15 городов Северной Америки и Азии. Он стал значимым этапом в сольной карьере рэпера. Финальный концерт завершит не только его сольный тур, но и может ознаменовать важный момент для группы BTS. А особое волнение среди фанатов связано с тем, что концерт совпадает с окончанием службы для большинства участников BTS. RM, V, Jimin и Jungkook будут демобилизованы за несколько дней до концерта. Демобилизация Шуги намечена на 21 июня, но фанаты предполагают, что он может использовать накопленный отпуск, чтобы появиться на сцене, вселяя еще больше надежды на полное воссоединение ОТ-7. В целом, вот такая новость. Кто знает, может быть это не интрига, а намек на то, что произойдет то самое воссоединение, все 7 будут вместе. Ваше предположение в комментариях и двигаемся дальше. RM из BTS продолжает начинать обратный отсчет, потому что дней осталось все меньше, давайте подробней. RM, лидер группы BTS, напомнил своим фанатам, что до его возвращения из армии остался всего 1 месяц. 11 мая RM без лишних комментариев опубликовал на своей странице в соцсети скриншот экрана мобильного приложения. Это приложение показывает оставшееся время службы в армии, и на экране его написано: до демобилизации осталось 30 дней, как насчет того, чтобы поделиться своими армейскими советами с младшими. Во время службы в армии Idol продолжал поддерживать связь с фанатами через социальные сети, публикуя фотографии своей повседневной жизни в периоды увольнительных, чтобы подбодрить тех, кто скучает по участникам BTS. 19 апреля, когда британская группа Coldplay выступила в Корее вместе с Джином, RM оставил под соответствующей публикацией комментарий «трогательно». RM и V заступили на службу в армию 11 декабря 2023 года, днем позже, 12 декабря, были зачислены Чимин и Чонгук. Эти участники BTS должны вернуться из армии в середине июня. RM и V будут демобилизованы 10 июня, а Чимин и Чонгук 11 июня. Шуга позже всех выйдет ближе к концу июня. И в настоящий момент Джин и J-Hope уже отслужили и ведут активную деятельность. Так что ждать осталось совсем недолго.
Разумеется, дату новости вы слышали, в момент, когда вы посмотрите, уже меньше дней. Видите, как здорово. Казалось бы, ведущий говорит месяц, а на самом-то деле уже меньше. Ну что ж, скорейшего возвращения домой и двигаемся дальше. Итак, Ви из BTS взорвал интернеты танцевальной практикой. Давайте подробней. Танцевальная практика Ви из BTS, опубликованная им в социальной сети, вызвала взрывной отклик и набрала более 80 миллионов просмотров. 28 ноября прошлого года Ви заинтриговал поклонников, опубликовав на своей странице видео своей тренировки с известным хореографом Ли Джон с подписью «Вот это действительно последний, самый последний раз». Хотя первоначально в ролике были показаны только моменты перед началом танца, что заставило фанатов с нетерпением ждать продолжения, Ли Джон опубликовал на своей странице совместное видео с Ви, утолив любопытство поклонников. Ли Джон, сотрудничавшая со множеством ведущих кей-поп-артистов, является одной из самых известных танцовщиц Южной Кореи, и ее совместная работа с Ви сама по себе стала громкой новостью. На видео Ви демонстрирует мощный кранк под трек What's Your Fantasy рэпера Руда Криса, впечатляя своей накачанной фигурой четкие и детализированные движения, такие как чест-поп и арм-свинг, а также его взрывная энергия, полностью завладели вниманием зрителей. Особую реакцию вызвала постановка, в которой Ви танцует, скрывая лицо, но при этом полностью доминируя своим мастерством, что фанаты окрестили чистым захватом внимания. Этот ролик достиг 22 миллионов просмотров всего за 8 часов после публикации. 50 миллионов за 2 дня, 60 миллионов за 9 дней, а на данный момент собрал уже более 80 миллионов просмотров и 7,2 миллиона лайков. В TikTok парный танец Ви и Ли Джон, а также подражание стилю рубашки Ви и его манере закрывать лицо стали вирусными мемами, подтверждая его глобальное влияние. Ви ответил на комментарий Ли Джон к этому видео словами: «Ха! В следующем году обязательно еще раз потанцуем», подогрев ожидания фанатов относительно своей деятельности после демобилизации. Среди поклонников даже появились шутливые предположения о мировом танцевальном челлендже после его возвращения из армии. Помимо этого видео, Ви также демонстрирует свою впечатляющую харизму в разных танцевальных челленджах. Его участие в челлендже под песню New Jeans High Boy набрало 116,7 миллиона просмотров, а в челлендже Smoke с Бадой и Гоф он показал совершенно другую, сильную и неожиданную сторону своего танцевального таланта, доказав, что звание короля танца он получил не просто так, демонстрируя многогранность своих танцевальных способностей. Несмотря на прохождение военной службы, влияние Ви остается неоспоримым. Закрывает ли он лицо и демонстрирует свои танцевальные навыки, его поклонники уже одаривают его своей любовью и поддержкой. Ну что сказать, прекрасное достижение, поздравляем, хорошей службы и скорейшего возвращения. Двигаемся дальше. И у нас снова Ви из BTS, он признан самым влиятельным кем, а давайте подробней. Ви, участник всемирно известной группы BTS, продолжает демонстрировать свою глобальную популярность и влияние даже во время перерыва в своей музыкальной карьере, связанной с военной службой. Согласно аналитическим данным сайта Top 9 по состоянию на май 2025 года, Ви возглавил рейтинг самых влиятельных инфлюенсеров в мире музыкальной категории. Более того, Ви занял первое место в списке самых влиятельных инфлюенсеров США. Его аккаунт насчитывает впечатляющее количество подписчиков — 66,88 миллиона, из которых 18,2% это 12-17 миллионов составляют американские фанаты. Это делает его самой популярной кей-поп звездой среди американской аудитории в популярной медиа-соцсети. Аналитическая компания Hype Auditor также признала глобальное влияние Ви, поместив его на 5-е место в своем рейтинге топ-1000 мировых инфлюенсеров, что является наивысшей позицией среди всех азиатских знаменитостей в этом списке. Платформа анализа социальных сетей Socialbook отмечает невероятно высокий уровень вовлеченности в соцсети Ви — 24,5%, что является самым высоким показателем среди всех аккаунтов в мире, несмотря на установленные ограничения на комментарии. Один из его недавних постов, опубликованный в феврале, сообщавший о его службе, всего за 11 часов и 28 минут собрал 10 миллионов лайков и на данный момент насчитывает 16,3 миллионов отметок «Нравится». В настоящее время Ви проходит военную службу в спецназе военной полиции 2-го корпуса армии, расположенного в Чунчхоне, провинции Канвондо. Его демобилизация запланирована на 10 июня. Эти достижения подчеркивают неизменную популярность и влияние Ви на мировой арене, несмотря на его временное отсутствие в индустрии развлечений. Что ж, поздравляем артиста с этим достижением, счастья, здоровья, успехов и побольше новых достижений. И такая вот была сцена после титров, я же сказал, что будет. И я свое слово сдержал, так что спасибо всем, кто смотрит ролики до конца.